Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же она задумала по поводу вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И в комментариях напишите, пожалуйста, кто смотрит видео, откуда вы, из какого города, из какой страны. Да, вы можете писать любую информацию, вот что бы вы хотели о себе поведать, да. Даже если вы писали раньше, может быть, город, напишите, может быть, побольше информации о себе. Очень интересно знать, кто меня смотрит. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так, смотрите, здесь я не хочу сильно углубляться в прошлое, да, коснусь двух словах. В принципе, довольно часто сигнификация повторяется, да, потому что одна категория мужчин смотрит, да даже и женщины, в принципе, смотрят, хоть и поменьше. Смотрите, очень тяжелый был жизненный этап вашей жизни, который кто-то из вас сейчас переживает, кто-то уже прожил его. Причем, знаете, когда-то вам казалось, что вы не переживете это все. Настолько было больно, настолько обидно, да, это связано, конечно же, с женщиной. Настолько было вам плохо, что, ну, какой-то период вы реально потеряли какой-то, ну, смысл жизни, вы вообще как будто замерли. Вот вся жизнь замерла, ни стимулов, никаких эмоций, ни чувств. Ну, то есть это трэш полный был в вашей жизни. У кого-то это сейчас такой период, у кого свежие разрывы с женщинами. То есть на сегодняшний день, да, вот у кого это уже случилось, у кого прошло, да, вы можете оглядываться назад, вспоминая свою вот эту вот тяжелую историю, и вам даже самим как-то не верится, как вы могли выкарабкаться. Настолько вам было плохо, настолько просто крышу срывало, но сейчас вы обернулись, встрепенулись и пошли дальше. Вы сами порой диву даетесь, как вы могли вообще выдержать, сколько у вас сил, нервов хватило, чтобы это все пережить, да? Потому что реально здесь была такая ситуация, когда, ну, в каком-то смысле вообще крест на себе, на всем, на будущем вы ставили в той или иной степени. На самом деле, вот если брать вас как человека, вы довольно легкий на подъем, вы общительный, безотказный. Но как-то, знаете, вот так складывается ваша жизненная ситуация, что чем старше вы становитесь, тем вам комфортней находиться дома, да, находиться, вот если у кого есть, допустим, женщина сейчас, да, поскольку это общий расклад, если есть отношения, ну, отношения не токсичные, я делаю акцент, потому что это не про токсичные отношения. Если сейчас кто-то из вас еще в отношениях, которые, ну, более-менее нормальные, их назовем, то, ну, вам не хочется идти никуда гулять, да, посиделки, вот пьянки, гулянки, там мужчины, вот эти все друзья, компании, ну, не тянет особо. Чем старше становитесь, тем больше хочется сидеть дома, тем более вы такой домосед становитесь, вот хочется какого-то покоя, гармонии, тепла и уюта. Теперь еще смотрите такой момент, да, поскольку это общий расклад, попытаюсь немножко так охватить разные категории мужчин, которые меня смотрят. Если вы сейчас находитесь в непростых отношениях, у которых, ну, у кого есть женщина, с которой, ну, у вас реально проблемы назревают, либо они уже есть. Женщина довольно непростая, она что-то задумала, поэтому будьте бдительны. Здесь могут проигрываться разные ситуации, мы сильно углубляться не будем, но женщина себе на уме, она что-то замышляет. Здесь может быть и замышляет, может быть, развод, разрыв, да, замышляет, я не знаю, там измену, еще какие-то вот обдираловки. Особенно это касается вот каких-то финансовых таких вот дел, материальных, да. Может даже быть, что хочет облапошить каким-то образом. Поэтому обращаю внимание, будьте бдительны, но это отношения, которые абсолютно токсичные 100%, которые ни вам, ни ей не приносят удовольствия. Ну, на этом я пока остановлюсь, потому что сегодня немножко про другой расклад, да, вот это я так затронула, потому что, может быть, кому-то поможет.
Далее, что еще могу сказать о вас? Вы человек, который довольно любопытный в своей жизни, причем можете даже совать нос иногда куда надо и куда не надо. Но это такое, знаете, это доброе любопытство. Не потому, что вы как там бабушки на лавочке, да, вот дают комментарии, клички каждому, кто прошел. Нет. Вы немножко в другом направлении, начиная от познавания мира, да, от усовершенствования своих каких-то навыков, заканчивая, ну, реальным таким любопытством. Ну, конечно, это любопытство без фанатизма, не такое, как у женщин многих, кто куда пошел, кто что сказал. Нет, у вас немножко другое любопытство, хотя это такое, знаете, ну, любопытство в пользу. Оно больше идет вам, знаете, в вашу такую жизненную копилочку. Вы познаете, вы что-то, может быть, читаете, вы, может быть, смотрите какие-то передачи, которые помогут вам развиваться, что-то познавательное, кто-то, может быть, курсы проходит в таком плане. Это не значит, как кумушки нос суете. Далее. Но здесь однозначно проигрывается новый жизненный этап, который волей-неволей, а вы приняли для себя решение вот начать в вашей жизни новый жизненный этап. Это было ваше осознанное решение. У некоторых может проигрываться, что, знаете, вот женщины периодически к вам клеются, но вы как-то их так потихонечку отфутболиваете культурно, потому что хотите немножко отдохнуть вообще от женщин, от отношений, немножко покайфовать самому с собой, да? Ну, то есть пожить для себя. Опять же, я пытаюсь, да, поскольку это общий расклад, пытаюсь с разных сторон подойти и в сигнификации, да, потому что, ну, нельзя сказать, что вот только вот так, да. Я понимаю, что разные тарологи по-разному это описывают, но я считаю это неправильно, да, вот говорить вот чисто в одном направлении, потому что, ну, смотрят тысячи, много-много тысяч, да, мужчин и женщин. Поэтому пытаюсь немножечко рассказать разные версии, которые могут у вас проигрываться. Далее, смотрите. Вы человек, который, в принципе, если вы захотите, вы с легкостью можете добиться успеха и в своей работе. Вот то, чем вы занимаетесь. Я не могу сказать, что вот ваше дело, допустим, может быть, ваша профессия, которой вы сейчас занимаетесь, ну, слишком в кайф вам, я не могу об этом сказать. Кого-то жизнь заставила, да, вот именно вот этим заниматься, кого-то зарплата устраивает, кого-то еще там какие-то моменты. Но, тем не менее, вот за что вы не беретесь, у вас как-то вот то ли хватка есть такая, знаете, есть помимо этой хватки еще желание работать и совершенствоваться. Это то, что я только что говорила, да. То есть вам сейчас дать даже новую профессию, новую специальность, и вы с легкостью как-то быстро изучите все вот эти азы новой профессии. Я уже так на пальцах пытаюсь вам объяснить по-простому. Очень такая у вас жилка успешности, я бы назвала. То есть, если вы ставите цель, вы, если так поднатужитесь, постараетесь, вы своей цели и успеха вы однозначно достигнете, за что бы вы ни брались. Единственная вот проблемы, ну, хотя я даже не могу назвать это особой проблемой, отсутствие любимой женщины на данный момент. У кого-то это осознанный выбор, как я сказала, да, вот вы так держите в стороне женщин, потому что хочется пожить для себя. У кого-то это могут проигрываться, ну, такие легкие очень отношения, романчики какие-то, чисто так, знаете, для здоровья, для души, у кого как. Но в сердце, в душу вы никого не пускаете, да. Для души я имею в виду, чтобы просто немножечко отвлечься, да, от бытовухи, от серых каких-то будней, от забот, от хлопот, вот в таком плане. Сердечко ваше пока не ёкнуло. Поэтому вот единственное направление вашей жизни, где нужно, может быть, кому-то поработать, да, вот если вы захотите, поработать в направлении вот именно создания новой семьи, новых отношений. Но это будет чуть попозже, потому что сейчас активных таких ни действий, ни желаний в этом направлении я не вижу. Давайте-ка теперь посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад сегодня. И сразу у нас выпадает манипуляторша. Это женщина, которая вот она реально, она
она и любопытная, да, вот свой длинный нос она везде сует. Даже вот сейчас вы с ней находитесь на расстоянии. Я так подозреваю, что это, ну, пришла ваша бывшая зазноба. Она внешне довольно неплохая, может быть, фигура неплохая, да, опять же, это общий расклад, поэтому в общих чертах описываю. Есть момент любопытства, есть момент самолюбования, когда она красуется, да. Даже, может быть, и раньше, вот когда вы были вместе с ней, вы замечали, что она любит очень часто вертеться перед зеркалом, да, вот, ну, по типу «похвали меня», да, вот какая я такая вся красота. Красота пошла спасать мир, да, как я говорю. Очень любит украшения, очень любит комфорт, красивую жизнь и очень любит командовать. Вот она себя считает вообще по жизни хозяином, хозяйкой даже судьбы, да, хозяйкой судьбы, но не только своей, а и вашей, и детей, у кого есть дети, да. Она хозяйкой мира себя чувствует. Женщина, вот, которая очень такая склонная к сплетням, вот она как раз очень сильно может сплетничать с подружками, там, может быть, с мамой, с сестрами, с соседками. Вот она косточки очень любит перемывать, даже, может быть, вам она рассказывала, да, а вот у соседки Наташки там новый ухажер появился, да, вот, а у той еще там кто-то, а той вышел там мужичок утром, да. Вот в таком плане, как кумушки на лавочке. Поэтому, знаете, это женщина, которая когда-то была вашей вселенной, вашей любимой женщиной, а сейчас она стала для вас никем и ничем. Вот говорю как есть, да, ну, мне идет информация, поэтому, извините, по-другому не могу назвать. Вот пустое место. Когда-то была любимая, когда-то была смыслом жизни, как угодно называйте, то есть любили, кружили по полной. Сейчас она ваша такой, знаете, ночной кошмар. Вот даже если кому приснится, я думаю, вы просыпаетесь в ужасе, в холодном поту и с облегчением потом думаете, слава богу, что это просто сон. Поэтому дама, знаете, вот, которая очень любит всеми и всем управлять вокруг. Она и раньше такой была, она и сейчас такая. Это супер манипуляторша, это стопроцентная манипуляторша. Причем делает это очень умело, очень тонко, очень изысканно. Это манипуляторша, которая, знаете, вот она вообще по жизни много чего себе позволяет. Она борзеет периодами до такой степени. Напишите в комментариях, я думаю, вы это тоже замечали. Что вот она борзеет до такой степени, что иногда вы диву давались, да, как человек может так себя вести, либо же такое говорить, да, вот так с людьми общаться. Ну, то есть для нее люди это так, что-то низшее, да, вот низшая раса, низшее сословие. Это какие-то пешки в ее большой игре. Поэтому она сейчас точно такая же, как была, такой она и осталась. Давайте коротко, для тех, кому интересно, как всегда, посмотрим, как она поживает. Ну вот посмотрите, вот человек, носящий маску, она настолько лавирует между людьми, с одними она может быть хорошей, с другими она одевает другую маску, она становится фурией гарпией. То есть это зависит от ситуации, это зависит от отношения к человеку, в какой маске она будет. Точно такой она в маске была и с вами. Причем может проигрываться ситуация, что, кстати, будучи с вами, ну, либо же даже после вас, опять же, это общий расклад, может проигрываться, что она, ну, делала аборт. Очень похоже, что она была беременная, ну, либо же у нее выкидыш был, ну, как-то вот она потеряла ребенка. Хотя, знаете, она особо не переживала по этому поводу, потому что, ну так, человек, который встряхнулся, оперился и пошел дальше. Она даже по этому поводу как-то особо не парилась. Так, что у нее еще происходит? Вот личная жизнь, мне интересно очень у нее сейчас. Романы, жезлы, да, все как и прежде. Абсолютно не поменялось, человек довольно гулящий. Заранее прошу прощения, да, перед теми, особенно кто, может быть, до сих пор страдает по бывшей.
Ну, по-другому я не могу называть человека, который, ну, любит, да, вот сходить налево, который любит измены, ну, как я ее назову, да, белой пушистой, ну, как-то это не смотрится. Поэтому вот эти вот, знаете, выражения «блядские гены прабабушки», уж простите. Вот эти вот ее такие навыки, умения в этой сфере, она периодически совершенствует, но опять же, это какие-то такие одноразовые акции. Одноразовые акции с мужчинами, это я так называю одноразовых ее человечков. Человек, который своим каким-то вот поведением, да, может быть, даже настроением, своим выражением лица, она отталкивает вот своих даже вот этих вот одноразовых ухажеров. Человек, который очень искренний, постоянно, вот как я сказала, ходит в маске, она и сейчас, и с теми же мужчинами, да, в зависимости, что она хочет. А хочет она денежки, да, вот хочет она очень четко видно, она хочет золото, да, она хочет, ну, чем больше денег, тем лучше. Вот она любит мужчину, чем больше у него денег, тем больше она его любит. Вот по такому плану она работает с мужчинами. Поэтому... Ну, я не знаю, кто из вас, конечно, жалеет о такой женщине. Я просто не представляю, да. Я понимаю, что это там любовь, морковь, все. Но у меня просто в голове не укладывается, вот как можно за таким человеком страдать. Уж простите. Итак, давайте будем смотреть, что она задумала по поводу вас. Очередная игра в любовь. Смотрите, может подлезть под каким-то предлогом здесь, вплоть до того, что она так обставит ситуацию, что может быть даже постель. Смотрите, здесь может быть она, ну, рюмку чая вам поставит, да, дабы вы были под шофе, и она... ну, воспользуется случаем, так скажем, да, чтобы с вами согрешить по старой дружбе, по старой памяти. А потом она может прийти к вам сказать, что она беременна. Прям мурашки побежали, честное слово. Вот это трэш. Поэтому я вас очень предостерегаю. Потому что знаю, что мужчины есть, которые могут назло, да, вот, ну, переспать, как говорится, с бывшей, да, которые из мести, может быть, хотят переспать, либо же делали это, делаю, да. Смотрите, здесь такой момент, именно вот зачатие может быть, но это зачатие у кого-то будет правдивое, у кого-то лживое. Могут проигрываться как раз манипуляции через ребенка. Манипуляции, естественно, для того, чтобы получить от вас денежку. Денежку и все, что причитается. Да? Вот она скажет вам, что я беременная. Да? Вот вы вроде бы расстались, а она беременная. Это трэш просто. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Да? Вот если бы бывшая от вас забеременела, ну что бы вы делали? Это капец капецкий просто. Поэтому, смотрите, она задумала вот таким способом вас как-то заполучить, причем заполучить не именно вас, а ваши деньги. Вы ей, ну извините, нафиг не нужны. Ей нужен комфорт, да, вот она привыкла к красивой жизни, и так она как бы проманипулирует ребенком, да, вот скажет, допустим, там, на врачей, на обследование, на беременность, там, туда-сюда, да, а потом она в любой момент может сказать, что она потеряла ребенка, и все, да, вот животик-то не растет, ну, она же прекрасно это понимает, что вы рано или поздно увидите, что живот у нее не растет. У кого-то, конечно, может проиграться, что по-настоящему будет беременная. Поэтому смотрите, не ведитесь на это, вернее, либо же предохраняйтесь, все люди взрослые, да, сейчас очень много средств, хотя, ну, как говорят, стопроцентной защиты ничего не дает. Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем такое сотворить с бывшей. Но знаете, вот у меня почему-то такая информация идет, что вы скорее, я не знаю, там, грубо говоря, тихо сам собой будете, чем будете спать с бывшей. Настолько мерзко, настолько противно, настолько брезгливо. Ну, в конце концов, вы себя не на помойке нашли, да, вот могут некоторые из вас и так думать, да, вот что я себя не на помойке нашел, чтобы после разных там вонючих, грязных, непонятно каких жезлов собирать всякую заразу, да.
В конце концов, можно, кроме удовольствия, получить такой большой-большой букет сирени, как говорится, да, прекрасно вы все понимаете, о каком букете я говорю. Потом очень долго лечиться от этого букета сирени. Вот такой был расклад. Предупрежден, значит вооружен. Не переживайте, но будьте бдительны. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!